Привет, друзья! А вы когда-нибудь пробовали чебуреки из капусты? Еще нет? Так давайте попробуем, потому что это очень быстро, просто и невероятно вкусно. И для чебуреков мне понадобится обычный качан капусты. Кладу головку капусты в целлофановый пакет. Пакет возьмите побольше, по размеру, чтобы капуста туда влезла, поместилась. Завязываем пакетик и отправляем в микроволновку. Я ставлю мощность 600 Вт и готовлю капусту в течение 15 минут. Пока готовится капуста, мы с вами приготовим вкуснейшую начинку. Для начинки я беру 2 репчатых луковицы и мелко нарезаю. Любимые мои, в прошлом видео я спрашивала у вас, что делать, чтобы не плакать, когда нарезаешь лук. Благодарю каждого из вас, вы прислали огромное количество советов, поделюсь также ими с моими любимыми зрителями. Те, кто еще не знает, что нужно делать, пожалуйста, прочитайте, пользуйтесь советами. Еще раз благодарю и люблю вас. Тем временем наша капуста уже полностью готова, аккуратненько достаем ее из микроволновки, будьте осторожны, она очень горячая, поэтому разворачиваем пакетик и оставим капусту на пару минут, чтобы она немного остыла. А пока остывает капуста, разогреваем сковороду с растительным маслом, выкладываем лук и жарим минут 5 до мягкости. Я советую сразу добавить соли и немного перчика к луку. И если мы посолим и поперчим лук в самом начале жарки, он получится невероятно вкусным. А запах стоит, друзья, просто потрясающий. Я обожаю аромат свежемолотого перца. Тем временем капуста уже немного остыла, и мы аккуратненько разбираем качан капусты на листья. Все делаем то же самое, что мы обычно делаем для голубцов. Знаете, мои хорошие, мне очень нравится этот способ приготовления капусты в микроволновке. Не нужно никаких больших кастрюль под размер качана капусты, а просто поставили в микроволновку 10-15 минут и все готово. Никакой лишней возни и прекрасный результат. Посмотрите, я уже аккуратненько сняла верхние капустные листья, и остается еще такой небольшой качан. Вы можете доготовить его в микроволновке, чтобы листья стали более мягкими и не переварились. А можно из оставшегося качанчика капусты приготовить быстрые, вкусные, ленивые голубцы. Посмотрите, капустные листья очень мягкие, легко гнутся, работать с ними очень удобно, одно сплошное удовольствие. Берем каждый капустный листик и аккуратненько срезаем утолщение с листа. Все, таким образом мы с вами подготовили все капустные листья и совсем скоро уже будем жарить чебуреки. В миску кладу фарш, здесь у меня 300 грамм мясного фарша. И добавляю к фаршу жареный лук. Соль и перец, конечно же, по вкусу, а также можете добавить паприку и ваши любимые специи и приправы для фарша или для мяса. Все хорошо перемешаем. Фарш можете брать любой, можете взять курицу, свинину с говядиной, в общем, все, что у вас есть. Куриный фарш готовится быстрее всего. Также можете взять фарш из индейки. А также я нарежу небольшой пучок зеленого лука и добавлю лучка для сочности. Добавляем к фаршу зеленый лук, еще раз перемешаем. Начинка для голубцов полностью готова, и сейчас нам с вами осталось еще приготовить кляр. В миску разбиваю 2 куриных яичка. Яйца берите большого размера, если маленькие яйца, возьмите 3-4 штучки. Сюда же отправляю 2 столовых ложки сметаны, соль, перец и паприка, или опять же любые специи по вашему вкусу добавляем. Осталось только все хорошо перемешать. Вот так. И в последнюю очередь добавляем 5 столовых ложек муки и еще раз все хорошо перемешиваем. Посмотрите, вот такая консистенция у кляра получилась. Кляр очень красивый, однородный и совершенно без комочков. Теперь беру капустный листик и выкладываю на него пару столовых ложек нашей мясной начинки. И при помощи ложки разравниваю начинку вот таким тонким слоем. Теперь накрываю начинку свободной частью капустного листа и вот так вот хорошо прижимаю все.
и получается вот такой вот чудесный чебурек. Посмотрите, друзья, как все быстро, просто и легко. Обязательно готовьте, у вас все получится с первого раза. Давайте приготовим еще один чебуречек, и вы еще раз убедитесь в том, насколько это просто. Любимые мои, я всегда рада видеть каждого из вас и всегда от души искренне, как ребенок, радуюсь вашим теплым комментариям. Напишите мне, пожалуйста, любой комментарий, и можете написать, из какой страны или из какого города вы меня смотрите. Я рада поближе познакомиться с каждым из вас. Благодарю вас, друзья, я вас очень ценю и люблю. И получается вот такая красота, только полюбуйтесь. 5 минут и все готово. Ставим разогреваться сковороду с растительным маслом, начнем уже жарить чебуреки. Каждый чебурек из капусты окунаем в кляр и аккуратненько выкладываем на горячую сковороду. На мою сковороду поместилось 2 штуки. Если сковородка побольше, то и у вас поместится не меньше 2 штук. Жарим чебуреки до красивой золотистой корочки с одной стороны. Можете накрыть сковородку крышкой, чтобы чебуреки лучше прожарились и капуста стала еще мягче, а мясо внутри успело хорошенько приготовиться. Когда чебуреки зарумянятся с одной стороны, переворачиваем и обжариваем до румяности и полной готовности с другой стороны, тоже под крышечкой. Друзья, если вы переживаете, что чебуреки не дойдут до готовности в сковороде, иногда кто-то пишет в комментариях, что мясо не будет полностью готово, разогрейте духовку, выложите чебуреки на большой противень, на пергаментную бумагу, разложите их в один ряд, в один слой и поставьте в духовку еще буквально на 10 минут при температуре 180 градусов. Уверяю вас, что в таком случае чебуреки уже будут полностью готовы и вам не придется долго жарить их на сковороде. Любимые мои, только посмотрите, какая красота получается, такая аппетитная, золотистая, хрустящая корочка, очень нежная внутри начинка из капусты с мясом. Это просто невероятное сочетание. Чебуреки из капусты просто пальчики оближешь. Как вкусно! Ну и по традиции давайте разрежем один чебурек и посмотрим на его богатый внутренний мир. Друзья, только посмотрите, какая красота! Полностью пропеченная, готовая мясная начинка, хрустящая корочка, мягкая капусточка внутри. Просто пальчики оближешь. Подавайте со сметанкой и наслаждайтесь. Друзья, я вам от души рекомендую приготовить эти необычные, но очень интересные и вкусные чебуреки. Новый рецепт в вашу копилочку. Не забудьте сохранить рецепт на вашей страничке в соцсетях, чтобы не потерять. Поделитесь с друзьями, я уверена, что они будут вам благодарны за такой вкусный и необычный рецепт из обычной капусты. Ставьте ваши пальчики вверх, нажимайте кнопочку подписаться, нажимайте колокольчик, чтобы первыми получать уведомления о моих новых вкусных рецептах. И готовьте побольше блюд из обычной капусты, потому что капуста – это не только дешево и вкусно, а еще и невероятно полезно для нашего здоровья. Так что готовьте капусту в разных видах, чебуреки, голубцы, ленивые голубцы, запеканки, все, что вам нравится. Оставайтесь здоровыми, радостными и счастливыми. А с вами была Олеся на канале Готовим дома. Прощаюсь с вами, друзья, ненадолго. Надеюсь вас увидеть в моем новом вкусном рецепте. Приятного аппетита, вкусных чебуреков. Пока-пока и скоро увидимся. Приготовь, поделись, подпишись. Вкусняшка.